Доброго вечора, шановні. Мої вітання. Традиційно цієї години 52 хвилини будемо працювати саме для вас в прямому ефірі. Вечірня Одеса гостинно розкриває свої двері. Я за традицією нагадаю номер телефону в студії, який буде працювати 638-638. Якщо телефонуєте з регіону, не забувайте перед номером телефону набирати 0482. Також не забувайте саме про те, що всі ваші телефонування голосно виходять у студію, тому будемо толерантними один до одного та чітко ставити запитання. І ми починаємо працювати в прямому ефірі. Перша частина нашої програми сьогодні за традицією присвячена морській тематиці та новинам, які відбуваються в цій галузі. Вже другий рік поспіль профспілка робітників морського транспорту України і Міжнародна федерація транспортників проводять в Одесі для українських моряків серію унікальних інформаційних семінарів англійською мовою Union Week. Як розпочалися ці заходи, далі в нашому наступному відеосюжеті. Другий рік поспіль профспілка робітників морського транспорту України і Міжнародна федерація транспортників ITF проводять в Одесі для українських моряків серію унікальних інформаційних семінарів англійською мовою Union Week. Вторая серия семинаров однозначно будет еще более эффективной, еще более интересной, еще более познавательной. В этот раз к нам приехало целых 7 международных экспертов, наших ITF-инспекторов, которые работают с украинскими моряками по всему миру. И поэтому мы надеемся, что количество украинских моряков и интерес украинских моряков к нашим семинарам, к нашей работе будет только расти. Спікерами заходу запрошено ITF-інспекторів з Німеччини, Хорватії, Іспанії, Франції, України, а також представників головного офісу ITF в Лондоні. На семінарі будуть детально розглянуті наступні теми – положення колективного договору і індивідуальних контрактів моряка, конвенція про працю в морському судноплавстві і новітні поправки до неї, інформація про ITF і робота інспекторату ITF, актуальність для моряків, приєднання до глобального профспілкового руху, добробут моряків і медичні аспекти, пов'язані з специфікою роботи моряка. Мы приглашаем новых моряков, которые с нами еще не сталкивались, не контактировали, то мы все-таки начнем с наших основных тем, это повышение информированности украинских моряков о профсоюзе, о том, что мы делаем, о наших активностях, кто мы, кем мы являемся и как мы можем эффективно помогать. То же самое касается Международной федерации транспортников. Многие знают, что такое ITF, но не могут понять связи между ITF и профсоюзами. И мы пытаемся это разъяснить, чтобы у моряков была четкая картинка, как и какими способами, методами, эффективными методами мы помогаем. Робота семінару по різних секціях триватиме з 11 по 14 вересня. Нагадаємо, профспілка робітників морського транспорту України – найбільша національна галузева профспілка, яка об'єднує 73 тисячі працівників морського транспорту України, половина з яких моряки, які працюють на суднах іноземних судновласників. Ось з такого відеоепіграфу ми і розпочали сьогоднішнє наше спілкування. І не дивно, що зараз в нашій студії знаходяться саме, як то кажуть, винуватці цього заходу. Я з великим задоволенням зараз вітаю в студії першого заступника голови профспілки робітників морського транспорту України Олега Григорюка. Добрый вечер, Олег Игоревич. Добрый вечер. Вы в компании с уважаемыми гостями. Пожалуйста, представляйте. Да, добрый вечер, дорогие телезрители. Хочу представить нашего коллегу из Лондона, из главного офиса ITF, Стив Троусдейл. Это координатор всех ITF-инспекторов в мире, который лично присутствует на наших семинарах и присутствует сегодня в студии. И привез с собой несколько самых лучших инспекторов по всему миру, которые сегодня общаются с украинскими моряками, разъясняют, рассказывают по повестке дня, что мы проходим, какие интересные инновации есть в нашей работе, и как мы эффективно помогаем украинским морякам, и какой опыт они имеют, какие практические знания свои и свой опыт применяют для того, чтобы эффективно защищать интересы наших ребят на борту судов по всему миру. Как мы уже сказали, что семинары продлятся до 14 сентября, то есть практически завтра уже стартует, в Одессе говорят, стартует финал. Поэтому буквально уже можно очертить круг тем, которые были рассмотрены за эти 3 дня, на каких было больше сосредоточено внимание.
В первую очередь мы рассказали о нашем профсоюзе, о профсоюзе работников морского транспорта Украины, о том, что мы являемся единственной на сегодняшний день морской членской организацией ITF. Рассказали о том, в каких совместных проектах мы участвуем с ITF, как мы развиваемся, как растет наше членство, какие новые виды социальной активности, какие сервисы мы предоставляем нашим членам профсоюза, украинским морякам. И также наши коллеги, иностранцы, выступили со своим, опять же, повторюсь, практическим опытом, с теми кейсами, с которыми они сталкиваются, не только с украинскими моряками, с разными моряками, в разных условиях, в разных ситуациях, и как мы отстаиваем их интересы. Спасибо огромное. Следующий вопрос я бы хотела задать господину Стиву. С вашего разрешения, увидели ли вы у моряков, которые принимали участие в семинаре, заинтересованность в тех темах, которые были рассмотрены? Какие вопросы задавали? Yes, we've seen a lot of interest from the seafarers who've taken part in the seminars. Many of them prefer to ask on a one-to-one basis with the inspectors, take them off at tea breaks and lunch to ask a personal question, but we've seen many questions during the sessions. The inspectors have reported back to me that they've had a number of discussions. There have been some questions about medical issues. One or two of the seafarers have had some injuries on board ships, and they wanted to discuss how they could actually take the case forward, and that many of them are asking about life on board. We have some seafarers who've not been on board yet, so they're asking about some of the problems they might face on board. So we've seen there's been a lot of interest from the seafarers. Конечно, мы могли бы ответить высокую заинтересованность моряков во всем происходящем. И также, конечно, им было легче общаться с нашими инспекторами один на один во время перерывов на кофе. Инспекторы рассказывали мне, что получили большое количество вопросов, и основные темы, которые интересуют наших моряков сегодня, это медицина, в первую очередь травмы, которые моряки могли получить на борту, также как им потом в дальнейшем работать с судовладельцем по поводу этой полученной травмы. Также, учитывая большое количество молодых моряков, их, конечно, интересует, какова будет их жизнь на борту, что будет происходить с ними во время их плавпрактики, во время их будущей работы. Это тоже эта тема тоже занимала большое количество вопросов заданных. Уже можно подводить первые итоги. Что вы для себя почерпнули и с какими темами будет в будущем проводиться семинар? Может, что-то будет добавлено? I don't necessarily think it's a case of what we've learnt. I think it's a case of what the seafarers have learnt, what we've brought for the seafarers, the experience that we've brought through the ITF Inspectorate, through our colleagues in MTWTU, and the colleagues I brought from the ITF. I think it's about educating the seafarers, imparting the information and the experience that we have to ensure that when they do go on board, if they do find they have a problem, that they know there is support there, they know that they should be standing up for their rights, and just so that they can have a better life on board. Я бы хотела отметить, что, наверное, не мы что-то почерпнули, в первую очередь нашей целью было, чтобы моряки что-то почерпнули. И, конечно, мы готовы были и сделали это, мы поделились своим опытом, мы поделились опытом своей работы совместно с профсоюзом работников морского транспорта Украины, теми знаниями, которые мы бы приобрели. И в первую очередь мы бы, конечно, хотели, чтобы моряки наши, будучи на борту, знали, что всегда им готовы протянуть руку помощи и всегда они могут получить поддержку, какая бы проблема их не поджидала во время их работы. Спасибо огромное. Олег Игоревич, переходим уже дальше общаться по данной теме сотрудничества Международной Федерации транспортников и профсоюза работников морского транспорта Украины. Как давно началась, скажем так, ваша история сотрудничества и насколько сегодня моряки понимают, что профсоюз и ITF сегодня это одно целое? Ну, начали практически. Наше сотрудничество началось много лет назад, когда мы вступили в Международную Федерацию транспортников. Это случилось в 1993 году. И с тех пор наше сотрудничество только набирает обороты. Мы активно взаимодействуем в различных направлениях работы, будь то защита прав украинских моряков на борту, социальные проекты, которые мы совместно реализовываем для моряков, которые находятся дома, между контрактами, между рейсами. Различные медицинские моменты поднимаем. Мы активно очень сотрудничаем и поддерживаем международные
проекты по HIV/AIDS, по профилактике СПИДа. Активная работа ведется на просветительском поприще. Так наш семинар, который сейчас, серия семинаров, которые проходят в эти дни в Одессе, начиналась в прошлом году. И в прошлом году это был первый проект совместный наш и ITF в мире. То есть мы были первыми, кому было доверено и оказано высокое доверие, на мой взгляд, сделать эти семинары, провести эти семинары для украинских моряков, как для одной из самых важных национальностей для мирового морского судоходства. Поэтому я надеюсь, что таких семинаров, таких проектов будет все больше и больше. Планов у нас очень много, и поддержка у нас всесторонняя, поэтому я с уверенностью... Кто из моряков был приглашен? Начинающие моряки или же опытные морские волки, которые бороздят просторы? Ну, в принципе, мы подошли достаточно, на мой взгляд, профессионально к подбору участников. Мы создали специальную регистрационную форму в интернете. То есть все, кто мог хотеть принять участие, все регистрировались. Это абсолютно бесплатно. То есть люди абсолютно разных возрастных категорий, вне зависимости от должности. То есть были и старшие наши товарищи, и офицерский состав, и рядовые, и молодые ребята, и студенты, и курсанты морских учебных заведений, с которыми мы плотно сотрудничаем. В общем, все категории, я думаю, что каждый из них подчеркнул что-то для себя, узнал что-то новое, и для всех наши семинары являются крайне полезными. Спасибо огромное, господин Стив. Вопрос следующий к вам. На сегодняшний день роль профсоюза в мировом сообществе какова она? Well, the trade unions have a responsibility and are in place to stand up for the rights of the workers. In an industry, certainly in the maritime industry, where we see many cases of physical and mental abuse, it's the trade unions that are the ones that are actually standing tall, standing shoulder to shoulder with each other in support of not just seafarers, but in the case of the ITF and its affiliates, all transport workers around the world. Including the MTW. Профсоюзы всего мира защищают права рабочих, и в какую бы ситуацию проблемную рабочие не попали. Профсоюз — это именно та сила, которая может встать в их защиту в то время, когда больше помочь им некому. То есть Международная федерация транспортников, и в частности профсоюз работников морского транспорта Украины, является именно той защитой, которая может помочь моряку, докеру, любому другому транспортнику в случае большой беды или проблемы. Какие на сегодня уже могут быть рассмотрены актуальные примеры, вопросы для того, чтобы начинающий моряк все-таки понял, что профсоюз – это та организация, которая сегодня встанет на его защиту и в беде не оставит? I think seafarers of today possibly don't understand the role of trade unions around the world at the moment. So very much the key message of this week has been for these seafarers to understand what the MTWTU is about and about the rest of the affiliated unions of the ITF and the work that we're doing. I think what we're trying to do here is to make them understand that when they're on board ship, they're not alone. There is organisations like the MTWTU, there is organisations like the ITF, there are ITF inspectors, and we are available to assist them when they find a problem on board, if they do find a problem on board. Many seafarers at the moment find themselves with issues and don't necessarily know who to turn to. They turn to organisations, they turn to lawyers sometimes, where they are charged, where they lose money because they feel that they have to pay the money up front in order to get some assistance. So very much the message is, we are here to help you. Но, к сожалению, у нас сегодня существует такая проблема, что моряки зачастую не знают, что такое профсоюзы, что такое ITF. Они не знают, как они могут выгодно пользоваться для себя своим членством в профсоюзе. И наша задача доставить до них это сообщение, передать им это сообщение, чтобы они знали, что профсоюз — это именно та организация, которая может помочь им в трудной ситуации. Если с ними случается какая-то беда или проблема на борту, они всегда могут обратиться в профсоюз работников морского транспорта Украины, Международную федерацию транспортников, к ITF-инспектору за помощью. И профсоюз — это именно та организация, которая не оставит их в беде. Конечно, наша первая цель — это привлечь их, объяснить их, как именно мы поможем, и пригласить их вступить в наши ряды, чтобы пользоваться этой защитой. И, уходя в рейс, всегда помнить номер телефона, по которому можно позвонить, связаться с инспектором.
выучить. So we are very much, we want to make sure that they know who to contact. So the ITF has developed a series of apps. One of the apps allows them to look up details of all of our 130 inspectors around the world, their email address, their mobile phone number, but also all of our maritime affiliated unions, including the MTWTU. Конечно, мы прилагаем большие усилия, чтобы создать для моряков ту платформу, которой они могут воспользоваться в любой ситуации, когда им нужно найти эту помощь. Мы создали целый ряд мобильных приложений, в частности, приложение ITF Seafarers, которое моряки могут скачать бесплатно, в котором содержится информация обо всех 130 ITF-инспекторов, работающих по всему миру, в частности, их контактные номера телефонов, их электронный адрес, и также и названия, и адреса, и контактные данные всех членских организаций ITF морских профсоюзов. Соответственно, каждый моряк, будучи на борту судна, может легко найти эту информацию, опять-таки, если с ним случилась какая-то непредвиденная печальная ситуация. Или, уходя в рейс, непосредственно прийти в профсоюз и проконсультироваться о первой помощи, которая это. Of course, we would encourage all seafarers, before they board ships, to find who their national unions are, who their ITF affiliated unions are, and join the union, because only through the unity do we have the strength. Конечно, мы сообщаем и привлекаем всех моряков, чтобы они в обязательном порядке перед тем, как уходить в рейс, выяснили, кто их профсоюз, какая членская организация ITF представлена именно в их стране, и перед тем, как уходить куда-либо, вступить в профсоюз как гарантия будущего успешного трудоустройства. В любом случае, всегда, как говорят, слова хорошо, но на примере это выглядит гораздо убедительней. Олег Игоревич, за 2017 год, который уже осень, какие были самые яркие примеры помощи профсоюза? Буквально, если это можно озвучить, несколько примеров. Да, безусловно, к великому сожалению, таких примеров очень много, и мы помогаем и целым экипажам, и индивидуальным морякам. Но последнее, что приходит на ум, это один из самых трудных кейсов последнего времени, когда мы помогали с помощью наших ITF-инспекторов в арабских странах, помогали морякам судна «Яс». 3 человека было репатриировано, я не знаю судьбу последних 2, потому что они оставались дольше на борту, но те 3 окольными буквально путями в стране, где идет война, были нашими коллегами, нашими профсоюзниками в Йемене, и координировалась вся эта работа ITF-инспектором, ITF-координатором арабских стран, были вывезены за пределы этой страны, были репатрированы за счет ITF и успешно достигли Украины, и мы их встречали. И, конечно, один из таких самых кейсов переживательных, потому что, действительно, когда жизнь была под угрозой, и действительно был риск того, что ребята могут там застрять на очень долгий период. К великому сожалению, таких кейсов становится все больше и больше, недобросовестных судовладельцев прибавляется, но, тем не менее, здесь очень важно понимать, что ITF-инспекторат работает в первую очередь с членами профсоюза. То есть, если обращается член профсоюза, ITF-инспектора обязаны помочь. Если обращается просто моряк, то они рассматривают такие клеймы по вторичному признаку. Поэтому очень важно быть членом профсоюза. Но в любом случае, даже мы знаем, в течение этого года была и адресная помощь той или иной семье, и что касаемо и здоровья, и всего остального, что могло быть связано с проблемами, которые возникают. Безусловно, социальная составляющая нашей работы тоже набирает обороты. Мы постоянно помогаем семьям, опять же, морякам индивидуально, тем, у кого есть медицинские проблемы, тем, у кого есть серьезные медицинские проблемы, кому нужна социальная поддержка и помощь, мы ее постоянно оказываем. И за те 10 лет, что я работаю в профсоюзе, не отказали еще никому. Поэтому для моряков я желаю, обращаюсь к нашим морякам, становитесь членами профсоюза, обращайтесь к нам, не стесняйтесь, проявляйте активность, и мы всегда будем вам помогать. Это наша работа, это наша задача, и это наша цель. И обращение господина Стива морякам, будущим морякам и тем, кто уже работает на морском пространстве. I think it simply has to be that join the union. If you join the union, and we keep the ITF exists only because we have 670 affiliated unions around the world.
The ITF strength comes from our affiliated unions and comes from the 19 million members that our affiliated unions have. But if we don't keep strong unions, we will not keep the ITF, we will not keep the ITF inspectorate, and ultimately the world of seafaring for seafarers will just be 10 times, 100 times worse than it is at the moment. Ship owners are extremely scrupulous. When they are looking to cut costs, one of the first things they will cut is the wages of crew, the food that they supply for the crew, the water they supply for the crew, or the basic human rights that they should be providing for the crew. That's the first thing they will cut. It's only if we have strong, democratic, transparent trade unions can we actually stand up for the seafarers of the world. Ну, сообщение будет четким и коротким. Вступайте в профсоюзы. Потому что Международная федерация транспортников состоит из ее 630 членских организаций по всему миру и представляет порядка 19 миллионов транспортных рабочих по всему миру. И сила ITF именно в ее членстве. Если не будет членства, не будет самой организации, соответственно, не будет инспектората ITF и не будет возможности помогать морякам. И тогда мир морской для самого простого рабочего моря станет в 100, в 1000 раз сложнее и хуже. Дело в том, что свои расходы в случае какой-то проблемы судовладелец все-таки предпочитает в первую очередь сокращать свои траты именно за счет зарплат экипажей, именно за счет их питания, поставок провизии на борт судна, чтобы продолжать помогать экипажам настолько же эффективно, насколько это делается сегодня, необходимо опираться на единое консолидированное членство. Поэтому, опять-таки, вступайте в профсоюз. Мы благодарим вас за вашу работу, за то, что вы всегда стоите на страже добра, здоровья, спокойствия, ну и работы не только украинских моряков, но и всего мирового сообщества морского. Олег Игоревич, буквально еще вот маленькое резюме ваше. Также обращение, хоть уже оно и прозвучало буквально несколько минут назад, но один такой месседж для наших моряков. Ну, я, во-первых, хочу пожелать нашим украинским морякам, чтобы они оставались настолько же высококомпетентными, каковыми они являются на сегодняшний день, чтобы их знание английского языка постоянно совершенствовалось, и путь к качественному образованию, путь к самосовершенствованию, путь к улучшению своих и человеческих, и профессиональных качеств. И, конечно же, при поддержке нашего профсоюза это те составляющие, которые позволят иметь достойную работу, достойную оплату труда, а мы всегда готовы в этом помогать. Не стесняйтесь, повторюсь, обращаться к нам. Ничего в этом нет ни страшного, ни зазорного. Наша информация о вас никуда не утекает. Мы работаем для вас и защищаем ваши интересы. Поэтому обращайтесь. И всем, кто на борту, 7 футов под киль. И, как говорят в Одессе, здоровее будете. Я благодарю и вас за вашу работу от имени тех, кто сегодня ждет своих родных из морей и океанов, скажем так, с водного пространства, и тех, кто все-таки свою работу также свяжет с морем. Будем рады видеть вас снова в нашем городе. Ну і в ефірі програма «Вечірня Одеса». Thank you. «Вечірня Одеса» продовжує свою роботу. Шановні, не перемикайте, будемо спілкуватися далі.